Всем привет! У нас была мечта объехать весь мир, но вмешалась Америка. Прошло 3 года с того момента, как мы сели в самолет Москва, Стамбул, Майами и застряли здесь на 3 года. Никуда не выезжали, не считая моей работы по штатам. В этом видео мы расскажем вам о том, с чего началась наша иммиграция и как мы получили заветные грин-карты за 3 года. Спойлер! Политическое убежище здесь совершенно ни при чем. С 2011 года мы регулярно ездили отдыхать в США и каждый год участвовали в розыгрыше лотереи грин-карт. Но как все эти годы говорила Тяночка, Лотерея – это не наш путь. ну и разумеется, мы ни разу не выиграли, поэтому не допускайте таких слов от ваших половинок. Как все начиналось? В июне 2022 года наши визы заканчивали, а на тот момент у детей они уже закончили, и нам необходимо было их обновить. Но, как мы помним, в 2021 году, во-первых, был все еще ковид. У меня маски нет. А почему вы маску носите не так, как она положена? Еще раз. Почему у вас маска одета не как положено? Можете прокомментировать? А во-вторых, посольство в России было закрыто. И поэтому единственным возможным вариантом было податься в американское посольство в другой стране. Первый раз мы поехали в Нур-Султан. Здрасте. Что вы съемки делаете? Блог снимаю. Блог? Да. Что за блог? Про путешествие. Гостеприимный Казахстан. Конечно, но Может? я интересуюсь, какой Ну все. Тогда еще Астана, где нам благополучно отказали по той причине, что должны дети были быть с нами, а их с нами не было. Хотя на сайте ничего про это сказано не было. Но мы не расстроились, посмотрели на Нур-Султан, сделали хорошее видео, кстати, вот оно, кто не смотрел, и стали думать дальше. Выбор с посольством был невелик, так как все еще были ковидные ограничения, а с нашим спутником много куда не поедешь. Мне очень повезло, потому что Тяночка постоянно занимается организацией, смотрит какие-то слоты, не слоты, там открывает, что-то записывается. А я только говорю, да, хорошо, собираю чемодан, и мы поехали. В конце 2022 года неожиданно открылась Варшава. То есть американское посольство в Варшаве начало принимать не только резидентов Польши, но и нерезидентов. Поэтому мы очень быстренько записались туда. Тем более в Польше мы еще не были. И шенгенская виза у нас была. Спасибо французскому консульству за 5-летний шенген. О, да. Но сертификата о вакцинации у нас не было. И поэтому мы поехали в Хорватию. Где мы тоже еще не были. В начале января 2022 года мы отправились в замечательный город Загреб, чтобы поставить себе европейскую прививку. И таких, как мы, россиян, там было немало. Все хотели себе европейскую прививочку. А там, где россияне, там мои любимые обочечники. Так и тут, в очереди на вакцинацию, что вы думаете, я встретил настоящего обочечника? Не, давайте в очередь, слышь? В очередь вставайте. Да наплевать мне. Наплевать. Я со вчерашнего дня тут жду. В очередь вставайте. Вы вообще кто? Что за хрень? Всех пропускаете тут, а вы что стоите, всех пропускаете, как терпилы, блядь? В очередь вставай. In line. This one, in line. I put the people here. In line. In line. I put the In line. Who are you? Вы Who вообще the fuck кто? are you? I'm... Иди в очередь вставай, Ты блядь. кому говоришь? Тебе говорю. Слышишь, блядь? Слышишь? Послушай, ребят. В очередь встал. Ребята, давайте в очередь идите. Охеревший, смотри, сколько народу стоит, блядь, они лезут тут все. Инлайн. Кто не узнал, это знаменитый футбольный менеджер Герман Ткаченко. В итоге он, конечно, извинился через СМИ, но, тем не менее, осадочек остался. 21 января 2022 года у нас было назначено интервью в Варшаве. Но с этими визами все сразу пошло немного не так. Мы не могли лететь напрямую в Польшу, поэтому мы полетели в Будапешт. Наш любимый Будапешт. Да, наш любимый Будапешт. Но кто-то забыл документы на машину, которые мы должны были арендовать. Свои права, ну, в общем, все документы. Поэтому нам пришлось вернуться, переносить рейс
Но все-таки мы оказались в Польше вовремя. Проходить интервью в американском посольстве всегда непростая история. Даже несмотря на то, что у нас была десятилетняя история туристических поездок в США, это была наша 4-я виза. Офицер, которому нас отправили, перед нами отказал вообще всем, кто к нему подходил. Это был парень из Украины, это была семейная девушка из Екатеринбурга, она была какая-то там предпринимательница, у которой был куча бизнеса, дочка в России оставалась, но ей отказали, и она недоумевала, как же так, у меня же вот дочка остается, бизнес остается, почему вы не даете мне визу? Да, и со всеми он говорил на русском языке, но когда мы к нему подошли, он спросил, говорим ли мы по-английски, мы ответили утвердительно, и, соответственно... Yes, of course. Yes, of course, sure. И, конечно же, наше интервью после этого продолжилось на английском языке. Let me speak from my heart in English. Когда он нас спросил о целях поездки, мы ответили, что это будет Нью-Йорк, потому что ранее мы ездили во Флориду и Калифорнию, потому что наши дети были фанатами Микки Мауса. А сейчас они стали фанатами Черепашек-ниндзя и Человека-паука. Да. Чем мы сильно удивили офицера, потому что он спросил, неужели все еще дети смотрят Черепашек-ниндзя? Он был чуть-чуть моложе нас. Да, и в этот момент у него даже промелькнула небольшая улыбка на лице. Да, То есть это это был точно. неожиданный для него момент. Да. А ты помнишь, что он нам сказал? Нет. Ну, я помню, что... Ну, я тогда сильно волновался, и мой английский не такой хороший, как у нее, но я тоже там пытался вставить что-то. Вот, мы там надо попробовать обязательно пиццу, которую ели, там, черепашки, там, Донателло, что-то наговорил ему там. И он в итоге нам что-то сказал, какое-то слово. Он сказал, кавабанга, ваша виза одобрена. Да, я даже не понял, что такое кавабанга. Я-то не фанат черепашек. Она мне потом объяснила, что это, оказывается, черепашки, говорят там кавабанга, что-то там. Короче, неважно, нам дали визу, мы были так счастливы, просто невыносимо. Так как это было раннее утро, мы довольны и счастливые пошли завтракать и гулять по Варшаве. После того, как визу вам одобрили, паспорт остается в посольстве, и через 3 дня вам его выдают. Мы решили не рисковать и остаться на 3 дня в Варшаве, чтобы лично забрать эти паспорта с визами, чтобы было все, как говорится, спокойненько. Вот. Но так как 3 дня, конечно, в Варшаве делать особо нечего, по клубам мы не ходим и все такое, поэтому мы поехали куда? Краков. Краков. А там что находится? Аушвиц и Буркинау. Место, где всем нужно побывать. Получив документы, мы полетели обратно и начали планировать нашу поездку на лето. И тут началась война. Мы были ошарашены, мы были подавлены, мы были просто, опустошены. Мы просто не знали, что делать на самом деле, потому что не каждый день начинается война, которую начинает твоя страна. Для нас это было просто невыносимо. Мы ходили на митинги против войны, но, к сожалению, мы не встретили очень много своих соотечественников, которые бы разделяли Да. наши чувства. К сожалению, было много молодежи. Почему к сожалению? Потому что была только молодежь и очень пожилые, интеллигентные люди, и все. А нашего возраста было народу очень мало. Первый раз в своей жизни я не очень понимала, что происходит. Даже не могла отдавать отчет своим каким-то действиям. И Андрей сказал, что нам нужно уехать. Буквально в течение первых 2-3 дней после того, как началась война, он сказал, что мы должны уехать. И чтобы я покупала билеты. 3500 в одну сторону. Ехать у нас вариантов не было, как у истинных патриотов, уезжать или не уезжать. Вопрос вообще не стоял. Вопрос стоял, куда ехать. Ну, мы не могли поехать в Европу, потому что у нас была виза, у наших детей не было шенгенских виз. А близлежащие страны бывшего СНГ мы не рассматривали. Мы решили поехать в Америку. И перед тем, как купить билеты, у нас есть здесь друг, Вася. Большой тебе привет. Большое спасибо за всю поддержку. Мы еще отдельно об этом сейчас скажем. Которому мы позвонили и сказали, что, Вася, мы берем билеты, можно мы приедем. Он даже сам нам писал, что приезжайте. Да, он сказал, приезжайте, все будет хорошо, просто приезжайте. И мы купили билеты. Мы не могли купить билеты на Аэрофлот, потому что было непонятно. Прямых рейсов уже не было. Ну, на тот момент, да, когда мы покупали билеты, уже не было прямых рейсов. объявили, что Аэрофлот находится под санкциями, нам нужно было купить на какую-то более проверенную авиакомпанию. Мы выбрали Turkish Air, Москва, Стамбул, Майами. Мы все оставили в России. Машину, квартиру, кошку отдали Надиной маме, собрали чемоданы, которые у нас были, и сели в самолетик и улетели. Так и началась наша эмиграция. Когда мне писали в комментариях, что жить в Америке и ездить туда в отпуск — это не одно и то же, я думал, что я понимаю, о чем речь, и, в принципе, я осознавал, что да, тут будет сложно, но не предполагал, насколько будет сложно. Когда мы приехали, у нас не было ничего.
Ни подушки финансовой безопасности, ни предложения о работе. Ничего у нас не было. У нас был только Вася, который нас встретил в аэропорту, привез, помог нам снять квартиру, потому что он знал там риэлтора, и она нам, в общем, помогла. Спасибо ей тоже большое. Помог мне получить драйвер лайсенс, водительское удостоверение. Ну, как помог? Свозил меня, дал свою машину, я там покатался и получил ее права. И все. Дальше мы остались вчетвером в квартирке съемной перед неизвестным будущим. Что делать дальше? Хрен его знает. Деньги, которые у нас с собой были, просто улетали только в путь, а новые не приходили. Просто неоткуда. Будучи блогером, я написал Сисуну и Ширманову о том, что, ребята, вот я приехал, хочу работать. Ширманов посоветовал мне пройтись по группам в Фейсбуке, а Серега Сисун позвонил, мы с ним поговорили, он сказал: окей, давай попробуем, приезжай, будем тебя стажировать. Так я начал работать на траке. Ну и, соответственно, сразу же практически встал насущный вопрос, на каких основаниях мы можем остаться в Штатах, потому что мы как бы заехали по туристической визе, и нам нужно было что-то менять в нашем статусе. Пока мы тут записываем видео, к нам присоединились вот слушатели. Еще были вон те двое, Чип и Дейл. Это не они, конечно, неважно. Вот они тоже слушают, и им очень интересно. Поэтому поставьте лайк, можете им поставить, можете нам все равно, и напишите свой комментарий, естественно. Самый простой способ, который многие предполагали, и многие нам приписывали, и я думаю, что многие думают до сих пор, что мы это делали, это, конечно же, попросить политического убежища. При этом не на меня, а на нее. Потому что я, конечно, активист, но она... Мы приехали целенаправленно в 13-ю школу на участковую избирательную комиссию 2370, Поэтому то, что вы сейчас предлагаете разобраться, вы все прекрасно вчера там присутствовали. С небольшой истерикой с вашей стороны. Вот это мы сейчас разберемся, мы сейчас разберем. И регулярными консультациями. Я просто комиссии. хочу услышать, где эти акты, куда они исчезли. У нас, соответственно, тоже сохранен документ секретарь с председателем их. Ну что, отстраняйте их. Направляйте Мендиярова туда работать председателем УИ. Садить на все кресло? Да, уже у нас самый умный. Там заебало, блин. Честно. Вот это вообще что? Такое? Слышь, хамло. Как вы себе позволяете сейчас так разговаривать на заседании территориальной комиссии? Потерял. Может, уже где-то... Забрала, запотела вообще, Что что ли? происходит? Мы долго думали, совещались, что нам делать, рассматривали варианты. И то, что я точно могу сказать, первое, что вам нужно сделать, это посоветоваться с хорошим и квалифицированным адвокатом. Мы посоветовались с 4. Я обзвонила 4 адвокатов по тем или иным рекомендациям наших друзей, каких-то знакомых, которые специализируются в том или ином типе иммиграционных виз. И мы выбрали одного, с которым мы в итоге работали, и об этой работе мы расскажем чуть позже. Но самое главное, не доверяйте обычным каким-то советчикам, помогайкам, людям, которые берут очень мало денег, предлагают за то, что они оформят ваш кейс. Напишут за вас все документы, соберут все У вас справки. будут проблемы. Не 100%, но очень высокая вероятность. Потому что процесс иммиграции в США, он достаточно сложный, очень бюрократически запутанный. И мало ли кто что ни говорил, даже мы в этом видео, это наш опыт. И он всегда должен быть основан подкреплен профессиональным мнением, человеком, который будет заниматься вашим кейсом. Сначала мы действительно всерьез рассматривали политическое убежище. Нам казалось, что это единственная опция доступна. Ну и самый простой, самый относительно дешевый. Да. Но у него есть огромное количество минусов. Я думаю, вы все про это знаете. Мы даже не будем их перечислять. И совершенно случайно мы узнали о том, что россиянам стала доступна опция получить иммиграционную рабочую визу по петиции EB либо 1, либо 2. В тот момент, когда мы переехали, Конгресс США принял законодательное решение о том, что многие технические специальности сейчас подпадают под интерес США. И мы увидели наш шанс. Поэтому мы всерьез начали рассматривать петицию EB2 National Interest Waiver. То есть петиция и иммиграция в национальных интересах США. Кто туда подходит? Все STEM, так называемые STEM-специалисты. Это ученые, инженеры, технические специалисты, математики. То есть если у вас есть образование в этой области и релевантный опыт работы, то
то вы, соответственно, можете претендовать. Что главное? Есть большой список критериев, по которым вы должны пройти. Не по всем одновременно. То есть, например, их 15 или больше, вы должны соответствовать основным 3, и остальные будут дополнительные. Определить, подходите вы или нет. Конечно, вы можете самостоятельно, как мы сначала сделали, предположение, что мы подходим. Но окончательный аудит наших возможностей сделал именно адвокат. Совершенно верно. Что здесь основное? Как определить, подходите вы или нет? Главное, чтобы у вас было образование в этой сфере и опыт работы, по-моему, минимум от 10 лет. 10 лет, да. Да. Это основные критерии. И второе, вы должны доказать свои какие-то выдающиеся способности. Вы что-то сделали такое, что может заинтересовать правительство США и быть применимо в этой стране. И принести пользу или экономическую выгоду США. Многие считают, что к россиянам сейчас у иммиграционной службы США есть предвзятые отношения. Но на самом деле это не так. Петиции рассматриваются в обычном порядке, абсолютно независимо рандомно. от вашей национальности. Когда я учился в институте, у нас была замечательный преподаватель Ирина Фридриховна Кистельман. К сожалению, сейчас она уже покойная, но чувство благодарности у меня к ней до сих пор. Благодаря Ирине Фридриховне я сделал 3D-модель аппарата, который был отправлен на конкурс, и я выиграл в этом конкурсе. Представляете? И вот с этой работой мы пошли к адвокату. Что представляет из себя весь процесс, как он организован? Вы начинаете собирать документ. То есть вы приходите к адвокату, он говорит: хорошо, вы подходите. Да? Мы думаем, что вы подходите. Вот есть список документов, которые вы должны. В первую очередь вы должны получить подтверждение своего диплома на территории США. Вы берете свой диплом, переводите его на английский язык и отправляете в определенное агентство, которое делает заключение, да, что ваш диплом, ваши часы подходят на степень бакалавра или степень магистра. Лучше, конечно, степень магистра. Номер 2. Вы доказываете свой опыт работы. Ваши контракты о трудоустройстве в России, ваша трудовая книжка в России. Все переводится и отправляется туда же. Следующее. Рекомендательные письма от ваших коллег, в которых они будут рассказывать, какой вы потрясающий специалист в этой области, то есть в области сферы интересов США. У нас это был инженеринг. Мы, по-моему, сделали 5. Также вы должны найти эксперта на территории США, который скажет о том, что ваша деятельность, ваш опыт работы и вообще какой вы распрекрасный специалист подходит именно для территории США и является, он докажет этот интерес США в вашей кандидатуре. Вот это основные киты, на которых строится петиция. В мае 2022 года мы поехали в Леголенд, прекрасно там отдохнули, видео доступно в описании. Сели на лавочку там и приняли решение, что мы пойдем именно по этому пути. Процесс сбора документов занял у нас примерно полгода. И все это время нужно было как-то поддерживать статус на территории США, поэтому я пошла учиться. После того, как петиция была подготовлена, отправлена, мы начали ждать. На сайте миграционной службы срок рассмотрения такой петиции составляет где-то 1 год, так указано. Там есть еще вариант заплатить премиум, дополнительные какие-то бабки и ускорить этот процесс, но мы не стали это делать, куда торопиться, вся жизнь впереди, и пошли стандартным путем. И каково было наше изумление, когда через 2,5 месяца неожиданно мы получили письмо из Техаса, говорящее о том, что наша петиция одобрена. Без какого-либо запроса дополнительных доказательств, без дополнительных вопросов. А обычно они бывают. Просто одобрено. Не просто одобрили, а они написали, что Андрей Александрович, такой специалист, как вы, нужен нашей стране. Welcome, как говорится. Яночка, конечно, плакала, а я, держась за упругую баранку, пускал скупую мужскую слезу по щетинистой щеке. Конечно, первый шаг, он самый такой напряженный, это режим ожидания, у всех нервы на пределе, радость от того, что получили одобрение. Но не все так просто. Проблема с EB-2 в том, что вы не можете сразу сменить статус. Вы не можете сразу сделать adjustment of status. Вы стоите в очереди и ждете, пока вам можно подать документы на грин-карту. То есть, с одной стороны, вам уже все одобрено, welcome to the United States, а с другой стороны, вы не можете ничего сделать со своими документами, пока ваша очередь не подойдет.
В нашем случае, к сожалению, очередь длилась примерно год. И первые полгода она не двигалась вообще. То есть визовый бюллетень, в котором ты видишь, когда ты можешь подаваться, как движется твоя очередь, обновляется каждый месяц. Каждый месяц в первых числах мы в него заглядываем и понимаем, что ничего не меняется. Но в итоге, когда это окошко открылось, мы обрадовались и начали готовиться к подаче уже всех документов на грин-карту. Пока я работал трак-драйвером, Сисун добавил меня в замечательный водительский чат, где я познакомился с удивительными людьми, просто реально удивительными людьми, которые помогали мне и помогают до сих пор. С некоторыми из них мы даже не виделись ни разу, но тем не менее они всегда могут прийти мне на помощь. И я передаю огромный привет этим людям, они знают, о ком я говорю. И они помогли мне запустить этот процесс тоже. После того, как мы наконец-то подали документы на грин-карту, как раз прошли выборы в США, выборы президента США, и было немного напряженно, потому что наш новый президент уже заявил о том, что к иммигрантам будет дополнительное внимание, назовем это так. И мы думали, что очень сильно затянется процесс получения грин-карт. Они могли остановить что-то, могли не рассматривать финальное одобрение и так далее. Потому что тут важно тоже понимать, что даже если вам одобрили петицию, вы все равно должны ждать одобрения грин-карты. Но мы получили свои заветные карточки достаточно быстро. Куда мы так несемся? Почтовый ящик, кстати. Что там? А сейчас мы откроем, узнаем. Зеленые карточки. For 10 years. На этот случай у нас припасено вот такое вино. Сейчас мы это дело отпразднуем. Что? В комментариях, особенно на канале Дронгаго, многие писали мне, что вот, ты уехал в Америку, ты там бомж, живешь под мостом, никому не нужен и все такое прочее. Но практика показала, что, оказывается, я нужен правительству США и народу США. И поэтому мы здесь совершенно легально, с грин-картой. Всем спасибо, что смотрели. В самый неподходящий момент села камера. Ребят, что я хочу сказать, верьте в себя. Какую бы петицию вы ни выбрали, у вас все получится. Ну и как бы развивайтесь, учитесь, получайте дипломы, и все у вас будет хорошо. Более подробно с нашим кейсом вы можете ознакомиться в нашем бесплатном пока еще Короче, все это фигня. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока и удачи.